Добро пожаловать в Казахстан. Я еще не до конца, к сожалению, поправился, но продолжаю свое путешествие на юг Казахстана. Почти каждый второй казах мне говорил, что нужно посмотреть юг Казахстана, потому что юг — это настоящий Казахстан, по их мнению. Вот поэтому мы отправились на юг, чтобы посмотреть, правда ли это. Да и в любом случае, попасть в Австралию, минуя юг Казахстана, невозможно. Как по мне, то север, а точнее как Шитау, напоминает типичный советский городок. А вот Астана — это уже современный бизнес-центр. Ну ладно, будем честны. На самом деле, северная часть Астаны, это бывший город Целиноград, тоже довольно-таки советский город. А вот по приезде в Алматы начинает чувствоваться уже южная магия. Куда больше мусульманских мотивов в архитектуре, на фоне городов огромные горы. И чуть позже отправимся, посмотрим, кстати, на них. Да и сам город ощущается как-то консистентнее, что ли. Я бы рассказал бы и показал бы фабулу, но не устану повторять, половина видео, к сожалению, пропала. Так что начнем просто с прогулки по городу под закадровый голос. Вдоль многих улиц в центре города расположены вот такие вот ливневки. И первый раз в жизни вижу ливневки в городе. Они бывают разных видов, например, покрытые решетками и вот такие вот открытые, в которых до сих пор находится вода. Ливневки идут по линии от гор к низине города. Это своего рода искусственные речки. Пока прогуливаемся вместе с вами по парку, я расскажу вам пару историй, которые остались за кадром. Кстати, не переживайте, в дальнейших видео закадровой озвучки почти не будет. Начну, наверное, с того, что Казахстан — это просто идеальное место для автостопа. Не могу себе представить, насколько быстро можно найти стоп. Я не успевал даже иногда дойти машины и спрашивали: «Куда едешь, брат?» Я сказал, что на юг. Спрашивают: «А сколько платишь?» Я говорю: «Извини, но я путешествую без денег, ничего предложить не могу». Такой: «Ладно, садись, давай подвезу». А в итоге на следующей остановке водитель угощает чаем с бурсаками. Бурсаки — это что-то вроде пончиков. И самое забавное, что к концу любой поездки я чувствовал себя сытнее, чем до начала поездки. По-моему, такое возможно только в Казахстане. Пользуясь случаем, огромное спасибо всем водителям, которые помогают в пути. Ребята, вы красавчики. А кто говорил, что в Алматы нет моря? Как вам такое море из голубей? Их просто тысячи. Если честно, я не помню, когда последний раз видел такое большое количество голубей. Мне кажется, может быть, в какой-то европейской столице только. Дорогой зритель, пусть я даже и не религиозный человек, но мне интересно посмотреть, как выглядят разные храмы, тем более в тех странах, в которых я еще ни разу не был. На севере Казахстана мы были в мечети, на юге мы сходим в церковь, а еще представьте, сколько экзотических стран нас ждут впереди. С обратной стороны здания нашел вход в церковь. В любом случае шуметь в церкви не положено, и озвучка была задумана как закадровая. Вы только посмотрите, какой красивый вид открывается. Ой, блин. Ладно, покажу с другой стороны. Если честно, у меня созрел такой вопрос. А вы помните, когда последний раз вы вообще были в церкви? Потому что я реально с трудом могу вспомнить, когда я был последний раз. Мне кажется, это было реально очень давно. И сейчас вот думаю, что с точки зрения архитектуры и интерьера, церковь реально очень сложный объект. Вообще не представляю, как это могли построить. Не говоря уже о количестве инструментов, материалов и всего остального, что использовалось во время строительства. А это вот художник, который восстанавливает фреску на стенке. После прогулки по парку давайте отправимся, посмотрим, что вообще интересного есть в этом городе. Не знаю, как вам, но мне почему-то очень нравится фьюжн мусульманских мотивов с конструктивизмом. Не пугайтесь, я не собираюсь быть блогером-урбанистом. К сожалению, это просто единственные кадры, сохранившиеся из Алматы. Но вот мимо этого места мы никак пройти не могли. Это довольно популярный казахский шоколад и конфеты. Мусульманские страны славятся своими сладостями, и Казахстан не стал исключением. Цены по сравнению с европейскими тут довольно реально доступны, даже для такого бюджетного путешественника, как я. Это своего рода уже обзор магазина на юге Казахстана.
конфеты и шоколад реально практически на любой вкус. Ох, как же плотно мы насмотрелись на шоколад, поэтому отправляемся дальше на юг в Шымкент. А по пути мы от местного населения узнаем, что на юге сосредоточены огромные запасы продовольствия в виде стад домашних баранов, коней и фруктовых полей. И лучшим местом для пастбища и фруктового сада считается основание гор, поскольку эта область хорошо обеспечивается горными ручьями и реками. И кто-то из местных нас даже угощал яблочным соком и приглашал на яблочный спас. Ну вот, благополучно добираемся до древнего города Шымкент. Мы заранее уже договорились с местной казашкой по имени Асель, что она приютит нас на ночь. Долго задерживаться в Шымкенте мы не будем, потому что нам все равно возвращаться еще в Алматы и отправляться в сторону Китая. Спокойным шагом мы идем на остановку, а Асель, она живет довольно-таки далеко от центра, поэтому мы отправляемся на автобусе до нее. Если вам кажется, что мы выехали в степь, то и да, и нет. Это новый район на окраине Шымкента, который только начинает застраиваться частными домами. Большая часть уже закончила строительство, но многие еще в процессе. Отличительной чертой Казахстана являются роскошные ворота и огромные заборы. Нередко строения используются тоже в качестве стены и располагаются по периметру территории. А некоторые ворота — это просто произведение искусства. Одни ворота просто краше других. Ну, допустим, вот эти краше, чем вот эти. Зато вот эти круче, чем те. Или нет? Если честно, я немного запутался. Все, мы находимся в городе Шымкент, и сейчас нам Наско проведет экскурсию по своему городу. Мы сейчас находимся на юге Казахстана, это город Шымкент, и вот местная жительница проведет нам экскурсию по своему дому. Как тебя зовут? Наско. Наско, да. Давай, рассказывай. Это у нас холодильник большой. Мы тут это малина. Да. Малина есть. А здесь это гостиница. Здесь Гостиная, да? телевизор. Гостиная? Да. Здесь телевизор. Здесь часы по лошади. А это кирпичи. Мы сидим на стол. За столом, да, сидите? Угу. То есть вы их вот так вот стелите на пол, да? Да. И сидите за ними, да? Стол. А это наш зал. Это наш зал, да? Это гостиная стол. Угу. Ну, какая огромная гостиная. Такой красивый это потолок. наши мебели. А про стол расскажи, пожалуйста. Здесь кушают наши гости. Угу. Мы здесь купим и сядем так, едим вот так. Угу. Давай третью комнату тоже. Здесь мамина и папина спальня. Угу. Здесь папа лежит, мама и папа. Здесь у нас шкаф, кирпичи, корпелер, подушки. Что такое корпелер? Корпе это корпе это одеяло. Угу. Одеяло. Туалет не надо. Туалет не надо, да. Пойдем на второй этаж. Сразу открывается такой огромный зал. Вот здесь еще до конца как бы не сделали ремонт, но все в процессе. Пойдем? Здесь папины инструменты. Угу. Ну да, понятно. Божный. Это ключ. А это комната моих старших сестрей. Старшие сестры здесь живут, да? Да. А сколько у тебя старших сестер? 3. 3 сестры у тебя, да? Здесь живут 2. Угу. А младшие сестры у тебя есть? Да, есть. Здесь живут моя один сестра и я. А, ты здесь живешь, да? А сколько у тебя всего сестер? У меня 3 сестер. 3? 3 старшие? 3 старшие, 1 маленькая. То есть всего у вас 5? Да. 5 сестер всего, да? И еще родители?
еще родители. Получается 7. Да. А бабушка и дедушка с вами живут? Нет. Нет, да? Здесь? Угу, понятно. Здесь сестренка комната. Маленький? Да, маленький. Угу. Если мама родит еще один, то они будут жить вместе. Ага. И балкон есть. Выходим на балкон. В балконе у нас холодно, но красиво. Мы проходили мимо огромных заборов и огромных ворот. Это все для того, чтобы люди не перелазили, ну, так скажем, те, кто там недобросовестные люди, не перелазили через забор, потому что довольно часто здесь происходят кражи. Ну, не то чтобы часто, но они происходят иногда. Поэтому строят очень высокие заборы. А ворота гаража — это в целом как, не знаю, как бляха, наверное, на ремне. Просто красивый атрибут. Подожди, вот это гостиная, то, что здесь на втором этаже, вы как-то используете это пространство? Да. Да, как вы используете? Это будет здесь телевизор, будет диваны. Угу. Если там гости надо пригласить. Угу. А как часто у вас гости бывают? Неделя. Неделя? На неделю приезжают гости? Да. Ничего себе. А кто к вам обычно приезжает? Наши родственники. Родственники, да? Папина сестра. Папина сестра, да? Со своей огромной семьей, да, приезжают? Да. Да, понятно. 5 ранних. Ты любишь гостей? Да. Да, любишь, да. Если- Здорово. Спасибо тебе. Спасибо. После экскурсии по дому, логично, мы отправляемся на прогулку по городу. Зачем ты это снимаешь? Дети. Первое, что мы встречаем на своем пути, это белая мечеть. А то, что вы слышите по громкоговорителю, называется азан, или призыв к молитве. Услышав азан, мусульмане идут в мечеть. А мы не хотим мусульманам мешать молиться, поэтому просто отправляемся вглубь города. Незаметно стемнело, и наступил вечер. Так еще и дождик прошелся. Еще одна палка в колесо моего выпуска про Казахстан. Эх. Очень аккуратный и интересный центр города Шымкента. Обязательно надо будет сюда вернуться и продолжить исследовать окрестности. Мне кажется, что казахи подготавливаются к Новому году, до которого осталось на самом деле где-то месяц. Но к этому времени я надеюсь быть уже где-нибудь, наверное, в Китае. К сожалению, не смогу посмотреть на эту красоту. И гуляя, мы тоже немножко промокли под дождем, поэтому рисковать и заболеть еще раз я просто не могу себе позволить. Какой сарказм, даже у города есть зонтик, а у меня его нет. Поэтому мы сильно не затягиваем с прогулкой и отправляемся тоже в сторону автобуса и поедем домой греться, кушать и отдыхать. Тем более нужно набраться сил для следующей поездки в Ташкент, Узбекистан. А силы нам понадобятся, потому что в Ташкенте прогнозируют тоже плохую погоду. Если кому интересно, то это карта на казахском. Раннее утро, отправляемся на трассу в поисках новых попуток. Так что до встречи в Узбекистане!